Так, Паш, если придешь раньше, то котлеты в холодильнике, а пюре в кастрюльке. Разогреешь в микроволновке. Давай. Мам. Давай. На улице в рубашке в одной тебе будет холодно. Ну, он же старый. Меня в нем засмеют. Не засмеют. Ну а что? Хороший пиджак. Сашка тетя Люда его практически не носил. Кстати, со следующей недели ты будешь ходить к его репетитору по математике. Сашка к нему 4 года ходил, и у него по всем тестам не ниже 85. Ну, я же к математике как-то не очень. Вот и отец был твой не очень. И закончил он тоже не очень. Как закончил? Мы с ним позавчера по телефону разговаривали. Если мужчина в 45 лет до сих пор сидит в своих этих Ганцевичах, то это значит закончил. Ну, мы же там 8 лет жили. Ты хочешь об этом поговорить? Так вот я не хочу. И вообще не заводи меня с утра. Иди лучше поцелуй. Расскажешь потом, что у тебя там за учителя. Если будет обижать, тогда примем меры. Все, я убежала, пока. Угу. Здорово. Ну как вы? Нормально. А где Владос? С судаками на Бали уехал. Вообще жендир. Блин, везуха. О, а что это за покемоны, я не понял. Да новенький, походу. Эдуардо, ну что, скучал по мне? Че, подружку привел? Доброе утро. Присаживайтесь. Поздравляю всех с началом нового учебного года. И хочу начать с 2 новостей. Одна хорошая, одна плохая? Именно. С какой начать? Хороший. Ребята, мы вышли в финал турнира по истории Беларуси. А какая плохая? Но плохая турнир в этот понедельник. В понедельник Владос же вернется только через 2 недели. Именно, я знаю, что это проблема, да, и нам нужна достойная замена, ибо на кону репутация нашей школы. На кону наше поступление в универ. Мы не можем проиграть. Я это все прекрасно понимаю. Займусь этим чуть позже. А сейчас давайте познакомимся с нашим новым учеником. Якубович Павел. Прошу, пожалуйста. Павел приехал к нам из Ганцевич. Ганцевич. В твоих Ганцвичах у всех такой модный лук. Так, тише. Павел может занять свое место. Спасибо. Ну, а раз так бодро начали, то прошу вас приготовить к следующему занятию небольшое эссе на тему «Место войны в истории человечества». Я говорил, что я в нем буду выглядеть как посмешище. Паша, что случилось? Тебя обижают? Я сейчас позвоню. Стой, мама! Не надо никуда звонить. Все хорошо. Я просто устал. Извини. А я тебе говорила, чтобы ты не сидел допоздна в телефоне. Иди ешь и повесь пиджак. Питаются трупами людей, а еще им помогают здешние атомские культисты, которые по непонятной причине решили поклоняться здешнему повелителю упырей. Эти культисты убивали невинных людей и скармливали трупы упырям, утоляя их чудовищный голод.
Все находилось в жестком равновесии. До сих пор. Опа, приз студию. Серьезная литература. Нам такого не сдавали. Это не домашка, просто хобби. У нас еще один историк в классе. Скорее, любитель. А о чем так мило болтаем? Прикинь, Наньки в историю шарит. Может, команду его возьмете? Угу. Да ща, нам клоуны не нужны. Чего ты ко мне лезешь? Слышь, ты чмошник, я к тебе не лезу. Ты хочешь узнать, как это, когда я лезу? Хорошо, нет проблем. О, чуваки, рюкзак нового конфискован. Отдай мне его! Илюха, спрячь его где-нибудь на улице. Отпустите меня! Ой, он сейчас заплачет. Что вы делаете? Зачем? Ладно, вали, попробуй только вякнуть кому-нибудь. Добрый день. Присаживайтесь. Ну что ж, все в сборе? Можно и пошевелить мозгами, если они, конечно, есть. Шутка, шутка, шутка. Так. Извините, Виктор Юрьевич, можно выйти? А вот и первый претендент к доске. Шучу, Лэндин, садись на свое место. Первый раз прощаю. Но рецидив будет караться. Как дела с домашним заданием? Написали эссе? Да. Молодцы. Сдаем тетради для проверки. Павел, а вы почему не сдали? Вы не написали? Извините, Виктор Юрьевич, я написал, но забыл дома. Хочется верить, но верится с трудом. Насколько я заметил, весь остальной класс не забыл работу дома. А можно я принесу на следующий урок? Конечно, вы можете так сделать, но если у вас по этому вопросу нет никаких соображений, не утруждайтесь. Давайте дневник. Его я тоже забыл. У вас какие-то проблемы? Я должен связаться с вашей матерью. Пожалуйста, не говорите только об этом маме. Ой, как это? Мамочка узнает. Что вы, что вы. Хорошо, на первый раз я вас прощаю. Оказывать не буду. Но осадочек, конечно, останется. Здравствуйте. Садитесь. Прежде чем начать урок, мне нужен Якубович Павел. Павел, Виктор Юрьевич попросил сегодня уделить вам особое внимание. Покажите, пожалуйста, ваше домашнее задание по русскому языку. Я не сделал сегодня задание по русскому языку. Что ж, Якубович, покажите тогда хотя бы тетрадь по моему предмету. Ее я забыл дома. Где твой рюкзак с учебниками?
Их украли. Что? Их украли. Украли кто? Сергей, Даника и Илья. Значит так. Если через 5 минут вы не вернете Паше его рюкзак, тогда ровно через 5 минут здесь будет стоять директор. Да это не мы. Сейчас же! Теперь начинаем урок. Страница 23, параграф 4. Ребята, я попрошу вас немного задержаться, присядьте. На одну минутку. Мне кажется, что нам всем нужно поговорить о ваших отношениях с Пашей Якубовичем. У нас с ним нет никаких отношений. Я понимаю. Но если так будет продолжаться, мне придется принять самые серьезные меры. И в первую очередь я передам эту ситуацию Виктору Юрьевичу. Виктор Юрьевич, Да. у меня к вам серьезный разговор. Да, я слушаю. Это касается 3 ваших учеников, Сергея, Данилы и Ильи. Я сегодня наблюдала их крайне агрессивное поведение по отношению к Якубовичу Паше. Мне кажется, с этим нужно что-то делать. Да, парни резвые, но талантливые. А вам не кажется их поведение излишне жестоким? Светлана Александровна, а вам не кажется, что я излишне жесток? Я не знаю, нет. Когда нам было лет 5-6, нашей любимой забавой было протыкать лягушек палкой с гвоздем, как наконечник. Я не биолог и не знаю, как так вышло, но даже после прямого попадания лягушка не протыкалась с 1-го раза, да и с 5-го. И смерть каждой этой бедной квакухи для нас была чем-то сродни подвигу. Я никогда не забуду это чувство. Чувство какой-то победы, полной удовлетворенности. Это ли не жестоко? Но мы были тогда детьми. А дети, увы, все жестоки. Но это другое. Они же открыто издеваются над новеньким. Но это неудивительно. Новенький пришел на их территорию. Они пытаются его вытеснить. Между прочим, Павел единственный, кто из класса не принес домашнее эссе. Так что нужно уделить больше внимания его учебе, этого Якубовича, а не выдумывать экшен там, где его нет. Они подростки. Виктор Юрьевич, Паша выполнил ваше задание. Они просто отобрали у него портфель и угрожали расправой, если это дойдет до учителей. Они запугали его. Вот его эссе. А я и не знал. Виктор Юрьевич, их шутки становятся уже совершенно не безобидными. Я постараюсь с этим разобраться. Хорошо. Спасибо.
какой-то ты неполноценный, но мы это исправим. Ну вот, теперь ты полноценный Якубович. Еще раз вякнешь, урою, ты меня понял? Якубович? Извините, Виктор Юрьевич, я просто обед дома забыла. Ничего страшного, я как раз хотел с тобой поговорить. О чем? Ты, оказывается, гораздо умнее, чем мне показалось на первый взгляд. Я прочел твое эссе, оно мне очень понравилось. Только вот вопрос. Почему ты тогда не сказал правду, когда отобрали твой рюкзак с твоими книгами, тетрадями? Я не думала, что это будет самый разумный мой ход в тот момент. И чего ты хотел добиться своим молчанием? Я хотел, чтобы от меня отстали, и чтобы обо всем этом не узнала мать. Это много. А почему мать не должна знать? Я не хочу подводить ее надежд насчет меня. Ну, я не думаю, что это могло бы как-то разрушить ее надежды. Я хочу свои проблемы решить сам. Но это не всегда получается. А почему бы тебе не походить ко мне на факультативы? Я вижу, ты талантливый парень. Я бы с удовольствием, но у меня в это время репетитор по математике. О, ты еще и в математике силен. Если честно, я ненавижу математику. А зачем тогда ходишь? Просто мать решила, что это пригодится в дальнейшей жизни. А что решил ты? Я решил, что маму не надо расстраивать. И ты позволишь им издеваться над тобой, чтобы не расстраивать маму? Я слышал, что ты серьезно увлекаешься историей. А не хочешь поучаствовать в нашем историческом турнире? М? Победа в турнире, между прочим, дает прекрасные шансы для поступления на ИСТФАК. Ну и как ты смотришь на это? М? Я бы с удовольствием. Но у меня же репетитор. Репетитор у тебя или у твоей мамы? М? Решайся. У нас без одного члена команды шансов на победу маловато. И готовить уже кого-то нет времени. Понимаешь? Поэтому мы ждем тебя в понедельник в 18:00 в актовом зале. Смотри, не подведи. Между прочим, ты на мой урок опаздываешь. Давай. Здравствуйте, ребятки. Садитесь. Итак, кто у нас сегодня хочет поучиться уму-разуму? Так. Ну, например, Сережа. Хочет ответить, наверное, нам на первый вопрос параграфа. Да не сильно. Что же, ответ не по желанию тоже ответ. Выходи, баллов снижать не буду. Виктор Юрьевич, у меня же 2 десятки и 9. А я хочу, чтобы у тебя было 3 десятки и 9. Ну тут же куча людей, у кого 1 отметка. Или вообще нет. Причем тут я? Ты действительно ни при чем. Но я просто хочу, чтобы ты ответил на один вопрос из параграфа. Это так тяжело? Спросите даже у Якубовича, у него 1 отметка. Это расценивать как отказ? Расценивайте это как хотите. У меня 3 хорошие отметки в четверти, я не буду отвечать. Я вижу здесь 3 хорошие отметки и 1 плохую. Ну что, крыса, сейчас не такой разговорчивый. Это ты его надоумил? Я не мог по-другому, отпусти! Не его, а Виктора Юрьевича. У вас какие-то проблемы? Да нет, все хорошо. Правда, Паха?
Виктор Юрьевич, погодите, мне нужно с вами серьезно поговорить. Я тебя слушаю. Мне кажется, вы ко мне слишком предвзято относитесь. Ну, тебе, наверное, кажется, что ты ко всем объективно относишься. А, вы про этого? Это лично, Виктор Юрьевич, вы не знаете всего. Ну, теперь это и мое личное. Виктор Юрьевич, ну меня же родители убьют за двойку. Оказывается, и у тебя есть родители. И тебе тоже важно, что они скажут. А ты чего так рано собираешься? Репетитор еще только через 2 часа. Я его перенес. У меня сегодня турнир по истории. Опять ты со своей историей. Сколько раз тебе говорить, что у тебя должна быть нормальная профессия? Историей ты семью не прокормишь. Мало тебе примера твоего папаши? Я работаю как лошадь, чтобы у тебя была возможность учиться, чтобы у тебя нормальное будущее было. Пока папаша твой книжки читает в своем болоте. Мам, ну как ты не понимаешь, я ненавижу математику. Почему ты всегда решаешь за меня? Может, история пригодится мне в дальнейшей жизни? Я хочу все решить сам. А знаешь, я дам тебе шанс подумать над своим поведением. Сегодня ты никуда не идешь. Завтра поговорим. Хорошо. Спасибо, мам. Сам так сам. Только и ответственность за свои ошибки ты тоже будешь нести сам. Наступне питання. Назовіть уладара старожитної Білорусі, який у легендах і паданнях прославився своєю войовничістю. Але по факту, падчас ягонага кіравання падуладныя яму землі каля 40 год у сукупнасці не ведалі войнаў. Хто гэта? Каманда 32-й школы! Мы лічым, што гэта Усіслаў Брачыслававіч, полацкі князь, вядомы як Усіслаў Чардзей. Правильно! І ў гэтым раундзе перамагае каманда 32-й школы! Інтрыга, інтрыга, інтрыга. У нас апошняе вырашальнае пытанне, якое вызначыць пераможцу турніру. Ці былі ў часы ВКЛ адрозненні ў прававым статусе паміж баярамі і шляхтай?
Панцирные бояры. Так? Былі, шляхта – гэта вайсковаслужылае саслов'е з вельмі шырокімі правамі. А вось баяры ў ВКЛ поўная назва – гэта панцырныя баяры. Гэта такая сацыяльная праслойка паміж класамі сялян і шляхты. Яна таксама несла вайсковую службу, але прававое становішча было найбольш абмежаваным, чым у шляхты. Гэта верна. Але я ўсё ж спытаўся не пра панцырных баяраў, а менавіта пра баяраў. Так? Московские бояры хоть имели землю от своего князя и несли войсковую службу, але по сутности заставались перед князями бесправными холопами. Я знаю. Так. Так? Па сутнасці, адрозненняў не было з 15 стагоддзя. Проста ў розных землях феадалы называліся па-рознаму. Напрыклад, на Полачыне, Віцебшчыне, Смаленшчыне іх называлі баярамі. На поўдні і паўднёвым захадзе ВКЛ зімянамі. У заходняй частцы ВКЛ шляхтай. А з 16 стагоддзя назва вайскова-служывага саслов'я стала шляхта. Інтрыга, інтрыга, інтрыга. Команда 136-й школы. Становится переможцем третьего республиканского турниру по истории Беларуси.